Всем доброго времени суток! Приветствую вас у себя на канале. И мы с вами начинаем новый влог. В одном из предыдущих влогов я показывала вам парк города Жлобино. Сейчас для сравнения покажу вам то, что строится и то, что есть у нас. Я как раз в него вошла. Там у нас 3-й микрорайон городской, или как он еще называется, молодежный. И вот так у нас выглядит наш небольшой сквер-парк. Здесь у нас площадка с тренажерами. Она небольшая. Летом зачетно, конечно, в погоду, но в межсезонье и зимой совсем не то пальто. Там немножечко у нас получается киоск с напитками, с мороженым, лавочки и такой навес. Навесик стоит летом. Зимой этот павильончик не работает. Но, наверное, смысла нет. Так вот это все выглядит. Были вырублены старые деревья, которые совсем старые. А более-менее нормально их оставили. Там дальше горка детская, скамеечки тоже получается. Здесь такой городок, небольшой беседка, но беседка уже за пару лет приходит практически в негодность. Ее даже ни разу не покрасили. Сколько ему, года 3 получается домостроению. Но тем не менее. Там качели, такая совсем для маленьких вокруг. Получается, как бы для родителей, потому что там они повешаны качели, да, совсем низенько, и там в основном с малышами играют. И горка такая вот для малышей. Ну, фонари включаются, как правило, вечером и выключаются где-то часов в 11. Там сцена небольшая, импровизированная, да, и во время массовых мероприятий иногда здесь что-нибудь проводится. Больше ничего. Там сдутые батуты. Вот батуты как раз таки аттракцион уже платный. По-моему, 10 рублей и до часа за одного человека, если я не ошибаюсь. Подойдем поближе, я покажу. Вот так вот горка выглядит вблизи. Но, в принципе, для малышей хорошо. Для подростков практически совсем ничего нет. Батуты сейчас не надуты. Уже почти 10:30 дня, но тем не менее. Тоже вот такой аттракцион, как бы лабиринт, да, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь. И он тоже платный. Это вот из платных аттракционов. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, сколько стоит. Я вам покажу. Висит значок, идет видеонаблюдения. Детский домик плюс надувных батут в подарок. 10 рублей 1 человек до 1 часа. Переходить с аттракциона на аттракцион разрешено. То есть 10 рублей это получается и домик, и батут. Можно и там, и там. Вот так вот он выглядит. Ну и канатная дорога. Веревочный парк. Правильно называется. Он огорожен. И он небольшой. Время работы с 12 до 8 часов. И пока он еще закрыт. Ну и для маленьких совсем здесь получается машинки тоже прокат. Вот так вот он выглядит, небольшой абсолютно. И дальше все, дальше ничего. По-хорошему его бы расстраивать, но увы и ах. Дальше просто лесополоса и все. Вот с обратной стороны я повернусь, покажу вам. То есть совсем чуть-чуть. Ни туалетов, ничего здесь не предусмотрено. Единственное, что через дорогу есть торговый центр «Березки», и там в холле на 1-м этаже есть туалеты. Но это на крайний случай совсем. Допустим, как быть, если дети маленькие, они не добегут. Вот, то есть вообще не предусмотрено от слова совсем. Там есть дорожки вокруг, вот дальше, где девушка с коляской, я вблизи снимать не буду. Есть тротуарные дорожки, но дальше уже не обустроено ничего. И дальше такая вот полоса вообще не обрезана, ничего. Не обустроено, в общем, короче говоря. Так это все выглядит. Лесополоса здесь не маленькая, но тем не менее, если по-хорошему, здесь можно было бы сделать отличный парк, такой городской. Эта полоса находится между микрорайонами, там 3-й,
Молодежный. Здесь с обратной стороны второй Первомайский. Здесь же ездят вокруг автобуса. Вот автобус городской пошел. Ну, то есть расположено это лесочек такой, в принципе, практически, можно сказать, если не в центре, в самом прям в центре, то практически в центре. Центр в центре, если так сказать, тавтология. Но, тем не менее. И по-хорошему здесь можно было бы сделать идеальный парк, и он бы получился не маленьким. Но как-то так. Нет у нас в городе таких инициативных групп, которые бы этим занялись, а местным властям сказать бы, чтобы пофиг, ну, наверное, попросту никому не надо. Еще одна дорожка такая тротуарная уже ее положили. Она раньше была, но была такая никчемная. А сейчас ее поменяли, положили такую вот от микрорайона до микрорайона. Вот так вот выглядит. Там дальше бар «Бриллиант». Там крыша видна, если вам видно, красная крыша, там бар. И все, по сути дела, этой дорожкой вся парковая территория, которая маломальски облагорожена, она заканчивается. Дальше начинаются непроходимые дебри. Но туда мы с вами уже не пойдем. Но я подхожу к своему микрорайону уже, там, на котором я живу. Район у нас новый, немножечко подсниму свой район, в котором я живу, для тех, кому он интересно. Он небольшой, новый, новостройки, но, в принципе, вся инфраструктура здесь есть. Пошли погуляем. Вот так вот выглядит микрорайон со стороны лесополосы. Дорога здесь относительно новая. Пару лет назад пустили автобус. Он ходит по этой дороге и заворачивает там. Вот где вдали стоят машины и красное такое здание. Это новый магазин, тоже 2 года назад его открыли. И заворачивает в эту сторону автобус. И на ЖД вокзал. Вот так это все у нас выглядит. Относительно нормально со стороны, опять же таки, центральных улиц. Но во дворах, конечно, вах. Если перейти дорогу с той стороны, вот там, да, получается, где флаги, там находится медгородок, Светлогорская центральная районная больница. А с той стороны от леса, вот там получается, там автошкола ДОСААФ. Немножко дальше было когда-то профтехучилище химиков номер 50. Потом его перенесли на базу техникума. А сейчас даже не знаю, что с тем училищем стало. Сейчас там разные службы сидят, короче, здание забаррикадировали. Ну, условно говоря, вот так вот это у нас выглядит. Много одноподъездных домов. Здесь строится какое-то новое помещение, здание трехэтажное. Я, честно говоря, даже не знаю, что здесь будет. Когда откроют, мы с вами его посмотрим. Строится уже давно, несколько лет, но так еще эксплуатация не сдана, насколько я понимаю. Что радует, у нас тоже научились делать вот такие вот клумбы, велосипедики и клумба, вазоны с цветами уличными. И там такая вот клумбочка, тоже интересно. Их каждый год отсаживают, они, походу, однолетки, то есть не многолетние цветы, но тем не менее смотрится эстетично и симпатично. Остановки у нас вот такие, наверное, как в большинстве городов в Беларуси, да, но лавочки, урны. Представляю себе такой вид, не очень уже обшарпанный, давно не ремонтировались. Здесь тоже клумбы. Табакерка, но закрыта. Такие остановки у нас. Еще мне нравится вот это вот растение, но я не знаю, как оно называется. Смотрится интересно. Цветет вот таким вот красными цветами, да. Если вы знаете, как оно называется, напишите в комментариях. Интересно очень. Правда, выглядит симпатично. Здесь у нас 2 магазина. Продуктовый ассорти и жемчужина Полесья, получается, промтоварный. И также снимают у нас частник, Светлогорские шторы, Гординья. У них можно шторы заказать, сшить на заказ. Вот там мясная лавка. Это не райпо. У нас нет уже Светлогорского райпо. По-моему, мясо Прогресс, свинокомплекс.
какое, правильно не знаю название, могу ошибаться. Мясо привозят каждое утро к 10-11 часам, то есть вполне себе нормально, свежее. Там дальше нас открыли недавно, совсем вот по весне, Wildberries пулк выдачи. Возможно, даже не по весне, а летом. Раньше его не было, он был в соседнем райончике, скажем так, за медгородком, и ходить туда мне было не очень удобно. Там двухэтажное здание, там магазин продуктовый, там сидят адвокаты, там есть парикмахерская, что там еще есть, магазин пряжный был, там ремонт телефонов и ремонт обуви. А там снизу полуподвальное помещение, магазин «Эпицентр», там бытовая химия и аптека. Если мы заглянем во дворы, это выглядит вот так. Там еще один продуктовый магазин маленький, шаговой доступности, копеечка. Дальше здесь же у нас такой хлебный киоск, всегда свежий хлеб из дома. Откуда его привозят, честно говоря, не знаю, но всегда свежая выпечка, свежий хлеб. Если будете у нас в районе, вот прям рекомендую. Всегда, правда, свежий хлеб, свежий батон. У меня дочка покупает, сюда ходит. Конечно, эти приходится специально, но тем не менее, если прохожу мимо, тоже покупаю. Дальше. Облагородили у нас вот этот закуток. Здесь построили магазин Санта Фиш, в основном специализирующийся на рыбе. Работает он с 9 до 13 часов. Здесь раньше были киоски всякие, маленькие магазинчики, потом их снесли, перебазировали к рынку к продуктовому, а здесь облагородили территорию, сделали, окультурили более-менее маломальски, сделали магазин. В целом магазинчик мне нравится за счет того, что здесь хороший большой рыбный отдел. Раньше мне приходилось постоянно ходить на Березке за рыбой, но сейчас он здесь есть. И, точнее, есть и здесь, да? Будет правильно. Так, тут есть еще аптека и зообазар. Здесь за магазинов тоже идет аптека, и все для животных можно прикупить, тоже очень удобно. Ближе к перекрестку уже остановки более старше и выглядят уже так непрезентабельно. Здесь у нас растет дерево с алычой, кстати, вот за ней никто особо не присматривает, но алыча есть практически каждый год. Что интересно, вроде бы черта города, да? С противоположной стороны микрорайона есть павильон «Жасмин» цветочный. Там дальше на перекрестке магазин «Мой дом», магазин сантехники. Можно прикупить лампочки, эти компакты, смесители разные. Ну, в общем, такое мелочевка всякая. Строительным его назвать сложно, но, тем не менее, такую сантехнику мелкую для сантехники, аксессуары можно там приобрести. Дальше вот идет дорога, она ведет к частному сектору и там дальше к речке. То есть речка у нас совсем рядом. Что у нас еще здесь есть? Мила магазин, там тоже, где Мила, дальше немножко пройти, несколько продуктовых магазинчиков. И торговый центр Анженко. Здесь открыли фирменный магазин Белита Витекс. По их стоимости, да, удобно тоже. Евроопт, аптека, фикс прайс, остров чистоты. Есть также медтехника и 1000 мелочей тоже. Много чего есть, поэтому, ну, запросто, скажем так, можно прикупить все, что нужно для дома, не выезжая за пределы микрорайона. Также там, что у нас еще один зоомагазин, и там же есть ветаптека. И маленький магазинчик Мода Макс секонд-хенд. Это для тех, кому нужно. Там павильончик одноэтажный, пивная лавка. Там пиво на розлив, кофе делают всякие. Была там один раз с компанией, ну, там на развес рыбки всякие, раки. Вот единственное, что мне там понравилось, раки. Один раз там была, и все. Так, забежать на розлив что-нибудь взять, кому интересно это. И за торговым центром есть парковка. Ну и остановка, конечно же. Такая вот в сторону промзоны, а там дальше в сторону вокзала.
Ну что ж, друзья мои, на сегодня я буду закругляться. Надеюсь, вас не очень утомило. Встретимся с вами в новых видео. Если вам понравилось данное видео, было со мной интересно, ставьте ему пальчик вверх, пишите свои комментарии, где бы вы еще хотели побывать и какие районы моего города вам еще были бы интересны. Жду вас в комментариях, будем общаться.